Всем привет, с вами Автоювелир, меня зовут Руслан. И сегодня я хочу затронуть два вопроса. Первый — это почему мы не работаем в лампы туман и каким образом можно отремонтировать заднее крыло, какие есть варианты. Начнем с освещения. Мы используем большие открытые стационарные лампы. И сейчас я покажу, где она находится. Стоит она вот на таком большом расстоянии. То есть она работает у нас примерно на расстоянии от 2 метров. Чем она дальше находится от элемента, тем меньше спектральную полоску мы видим в отражении. И поэтому можем более детально работать. Второй момент ее передвижения — это ближе к детали, то есть создание более плавного угла, который тоже позволяет увидеть мельчайшие тени и делать свою работу на 100%. Что касается тумана, то есть один большой минус: источник света рассеянный, и мы не видим четкие очертания линий, шагрений. В нее очень сложно рассмотреть большие объемные вмятины. Чтобы не перегружать вас информацией, это малая часть того, что я могу сказать по поводу освещения, которое мы используем. Ну а сейчас приступаем к работе, покажем, как будем делать заднее крыло, как же добраться туда и какие есть варианты. Стучи. Мне кажется, что я тебе мешаю. Мы сейчас будем клеить, чтобы поставить форму основной вмятине, и параллельно будем искать доступ изнутри. Приклеим овальный грибочек. Не будем ждать определенного времени, пробуем просто пальцами, застыл он, не застыл, тогда мы его тянем. Какие же есть варианты доступа в это крыло? В первую очередь, если говорить о разборке, начинается это все с того, что можно добраться через стоп. Если стоп снимается очень тяжело, то есть для этого понадобится снять, например, бампер, тогда ищется доступ через внутреннюю обшивку. Третий вариант доступа — это через арку, но для этого нужно будет снимать подкрылок, и если отсутствует отверстие заводское, технологическое, тогда нужно его делать самостоятельно. Куда ставится потом заглушка. Мы никогда не используем вариант доступа как отверстие в проеме. Не сверлим в этой части крыла. Сейчас есть на выбор заглушки не только черного, но и белого цвета, но представьте все равно, как это будет выглядеть. Лучше потратить немного времени, открутить колесо, снять подкрылок, сделать отверстие. Ничего страшного в этом нет, тем более, что подкрылок в принципе защищает полностью от попадания грязи, влаги в арку крыла. Дополнительно вы можете промазать заглушку герметиком. Ну что, приступим к ремонту и потянем этот грибок. Держит очень хорошо. Сейчас еще раз приклеимся и постараемся вытянуть непосредственно ребро. И снова тянем. На белом цвете не очень хорошо видно. Здесь у нас есть надутость. Ее осадим и не окончательно, только чуть-чуть осадим нижнюю часть, ниже канта. Для того, чтобы ослабить металл непосредственно в глубине вмятины. Клеим грибочек побольше, не хватает немного усилий, металл на Audi хороший. Сейчас я хочу ответить на один личный вопрос, касающийся меня.
Я не самоучка, я учился внутри компании «Автоювелир», где начинал и продолжаю свою работу с 2007 года. До этого я, конечно, посещал, то есть ребят на сервисе, был с ними знаком, но конкретно начал работать с 2007 года. Поэтому, когда вы обращаетесь в наш сервис, либо обучающие центры, которые находятся в городе Санкт-Петербург, Сочи, Харьков, Донецк, и в будущем в Киеве, вы там можете встретить не только меня, но и моих учителей, либо моих учеников, которые давно работают в этой сфере. Вы, наверное, заметили, что я практически никогда не пользуюсь мини-лифтером, так как считаю, что это потеря времени из-за того, что его нужно установить, подтягивать. То есть это плюс 5-10 секунд потерянного времени. Помимо этого, для обратного молотка не нужно никаких упоров, и им можно работать абсолютно во всех частях автомобиля. Вариант разбирать салон или снимать стоп мы откинули, так как здесь нас ожидал хороший сюрприз, я его покажу изнутри после того, как мы снимем колесо, снимем подкрылок и предоставим себе хороший удобный доступ. У нас здесь очень хорошее большое отверстие. Если бы его не было, можно было бы его сделать где-то в этой как раз области, потом поставить заглушку. Единственный минус, что эта заглушка находится практически напротив вмятины. Это будет не очень удобный упор. Отверстие, как правило, делается немного с отступом, чтобы можно было упереться и был хороший рычаг. Возьмем некоторое количество крючков для того, чтобы у нас был выбор. Начнем подряд подбирать. На фоне как раз отражается дополнительная лампа. В нее я не смотрю. То есть это только для того, чтобы видели вы. Сейчас я поменяю положение, сяду на эту сторону, лампу поставлю туда, так как удобнее давить правой рукой. Независимо от того, какой крючок мы используем, наматываем на него подмотку. Давим в самую глубину и осаживаем края. Надавить получилось хаотично, может где-то не точно, потому что не очень удобный доступ. Здесь у нас есть надутость, которую нужно осадить. Немножко продавил вот эту вот борозду, нарушения краски небольшие, такой поморщинился лак при ударе. Ну, довольно-таки жесткое крыло. И сейчас вот вам показываю. Почему я так вожу головой вверх-вниз, то есть я сканирую деталь полностью, чтобы видеть, какие там идут искажения и неровности. Поэтому вы часто можете наблюдать, как я вожу вот так камерой, вожу головой, чтобы увидеть неровность. И начинаем стучать надутости, которые у нас выглядят в виде сужений. Иногда думают, что все, что некрасиво выглядит, это вмятина. На самом деле нет. Сейчас мы осаживали накол, поэтому можно посмотреть, насколько улучшилась эта картина. Поверхность у нас стала более гладкой. Теперь необходимо ее снова поддавливать. Для этого мне нужно 20-30 минут свободного времени. Спасибо. Вот все эти точки.
единственное, нам нужно добраться в эту часть. Это, скорее всего, мы будем делать китовым хвостом со стороны салона. Так, я сейчас поработал порядка получаса и покажу, как это выглядит в лампу. В лампу, мы так говорим, имея в виду в отражение. Если смотреть не в отражение, то, конечно, все четко, ровненько, но лампа, она как рентген, сканирует всю плоскость и показывает все косяки. Есть нарушения тут небольшие краски, какое-то вздутие было изначально, это не в процессе работы. Еще нужно почистить, заняться немножко формой. Вот здесь есть небольшой перелив. Но если посмотреть дальше, здесь абсолютно вся арка ушла. Здесь есть глубокие царапины. Продолжаем ремонт. Я думаю, это не очень интересно, конечно, наблюдать. Здесь нет такого эффекта, как вау. Видно весь процесс, как оно на глазах меняется. На глазах оно не меняется ничего. То есть здесь работа с мелкими участками, очень кропотливая. И выглядит это вот так. Понаблюдать конкретно за моими движениями вы все равно не сможете, потому что моя рука бегает буквально по всей детали. Я могу стучать здесь, сразу здесь, здесь, здесь. То есть это постоянные перемещения, так же как и крючком, молотком. И поэтому я всегда нахожусь в движении, то есть я всегда вожу головой, высматривая, где эти неровности. Также автоматически водить головой и камерой не получится и ловить один и тот же угол, который необходим. Крыло только что отполировали. Можно поработать еще с мелкими переливами. Если вот смотреть, вот если прикрыть лампу, да, и посмотреть, как бы, что же происходит вот здесь, абсолютно не видно. Вот видно, что блик по второму металлу. Здесь можно это проделать ударами молотка. Если подведем лампу, то видим, что еще, в принципе, можно поработать. Хотя, если переместиться выше, да, где, в принципе, вот ремонта не было, здесь вот какие-то есть два пятна краски поставили. Здесь такая же крупная шагрень. Пересмотрим свежим взглядом, еще пробежимся немножко и будем заканчивать работу. Спасибо за большое количество комментариев, которые вы написали. Оказывается, очень много беспокрасочников участвует в этом общении. Я думаю, в этот раз будет интересно узнать, в какие же лампы вы работаете. То есть это открытые лампы, либо лампы туман, либо это использование экранов с контрольной полосой, либо просто спектр для работы на улице. Всем спасибо за внимание, пока!